Мне повезло сегодня, я попала в эфир русского радио. Ведь здесь я могу поделиться кусочком своей жизни и рассказать о своем творчестве. Радио USA 105,1 FM для Нью-Йорка, Филадельфия 102,1 FM, Майами 103,5 FM. Загружайтесь! Ой, я волнуюсь. Привет. Доброе утро. Привет, рада очень. Вот так у нас в эфире сегодня Светлана Левченко и ее родная сестра Татьяна Павлович. Удивительные люди, которые начали свой YouTube-канал в очень-очень уважаемом возрасте. И это еще раз доказывает, что, ребята, только наше желание может повернуть нашу судьбу абсолютно по непредсказуемой траектории. То, как искренне, как здорово они делятся душой, наверное, позавидовать можно всем. Все стендаперы, все тиктоки, все просто уходят в кусты по коридору, потому что эти люди делятся действительно душой. Каналы не оторваться. Светлана 101 и Таня 7038. Радио, которое объединяет. WWPR 105.1 FM HD2 New York. Вот и пролетела неделя, а вот вновь воскресенье, 11 утра, и наша программа «Говоря обо мне» вновь в прямом эфире. Светлана Левченко сегодня с нами. Это ютубер, это блогер. Я думаю, что те, кто знаком с ней, с ее репортажами, живыми, настоящими, с таким теплым посылом, которых совершенно точно не хватает, каких у нас в жизни, это вот ее работа, ее жизнь. И сейчас мы обо всем порасспрашиваем, что и как. Здравствуйте. Здравствуйте, Юлечка, и все ваши зрители. Ну и ваши тоже. Да. И будущие мои подписчики, надеюсь. Сразу хочу сделать вам комплимент. Очень приятный голос. Такой нежный. Спасибо такой большое. Вообще певучий, я бы сказала. Спасибо. Поэтому, наверное, я не снимаю. Да, я просто вот комментирую, открываю дверь на сцену для вас, чтобы вы рассказали о том, что вы делаете. Вот ваши репортажи, то, что вы снимаете, можно смотреть абсолютно безопасно. И это настолько трогает сейчас в этом мире, когда не хватает этого. Ну да, конечно, я стараюсь привнести в свои фильмы, наверное, немного романтики. Романтизма сейчас не хватает, потому у меня частенько такие рождаются поэтические строки. Я тоже вот, особенно под природу, они хорошо идут. Спасибо. Как давно вы создали свой канал? Это два вопроса, потому что у нас впереди есть время общения. Это основное ваше занятие или это для души? Ну и, наверное, насколько для вас важно то, что вы делаете? Я начну, наверное, с самого такого интересного момента, да, что, подходя вот к какому-то определенному периоду жизни, да, человек думает, вот чем бы мне заняться, да, чтобы свободное время свое занять. Да. Конечно, путешествия это всегда привлекают. Заняться этим каналом все-таки подтолкнула меня сестра. Это было 2 года назад, мы собрались с ней в поездку на Аляску. И вот буквально за неделю, да, перед поездкой она говорит: Света, будем снимать фильм. Я так на нее посмотрела: какой фильм? Мы в камеру-то никогда в руках не держали. О чем ты говоришь? Какой фильм мы сможем сделать? Да? Света, ты посмотришь, мы всего добьемся. За 3 дня перед поездкой она, значит, получает камеру и сидит, изучает инструкцию, как ей вообще снимать фильм. Это очень интересно, да? Вот это, да. А я звоню ей и говорю: слушай, ты вот это положила, ты вот это не забыла. Так, не отвлекай меня, я изучаю. Вот мне надо изучить инструкцию, как вообще включать-выключать эту камеру. Я говорю: подожди, там же еще надо что-то говорить, озвучивать. Это же и монтаж, и все остальное. Для меня это было вообще потемки и какая-то другая планета.
Вот в течение этих 10 дней, пока мы путешествовали, да, я увидела, как она снимает. Я частенько сама брала камеру, чтобы снять ее, естественно. Это было так захватывающе весело. Мы столько смеялись. Мы, наверное, никогда столько не смеялись, потому что у нас ничего не получалось. Но там такие красоты на Аляске. Мы держали кусочек айсберга в руках. Мы поднимались на ледник. Это я вообще передать там не могу. Но город, как там, Анкоридж, как-то мало мы так затронули. А вот сами природные достопримечательности, это было что-то с чем-то. Я до сих пор помню Алиеска. И вот такие огромные маки голубые. Это вообще, мы снимали, я не могла от них отойти, потому что я такое видела, такую красоту впервые я видела в жизни, да. И я уже потом, вот это переосмысливая, увидела всю эту красоту, которую мы прочувствовали там на Аляске. Еще раз. Мы ее сейчас видели, и она была так хорошо смонтирована, так хорошо все сделано. А кто монтировал? А монтировал ее сын, да, то есть монтажер, да. Ну, это же какая семья прекрасная. Да. И когда я увидела, у меня такая... Ну, это не зависть, это хорошая зависть, понимаете? А почему я так не смогу? Я тоже так смогу. Это было как бы у меня... выразилась в этом, да. И вот 2 года назад я тоже начала этим заниматься постепенно. То есть это очень нелегкая профессия. Ты в одном лице и оператор, и озвучка. Это очень много. Если учесть, что человек как бы пришел и начал этим заниматься, то... Светочка, вы просто клад для любого продакшена, потому что вы все делаете сами в одном флаконе. Давайте я вот сейчас покажу радиослушателям и нашим зрителям Картина ТВ на нашем сайте ваше приключение на Кейп-Код. Вот сейчас, чтобы мы увидели, на каком уровне вы это все делаете. И учесть, что это мой первый фильм. Но и как называется ваш канал? «Я и Америка», а набирайте на YouTube Светлана.101. Очень просто запомнить. Светлана.101, Да. а канал «Я и Америка». В акватории мы находились больше часа, и за этот период наблюдали 15 пар китов. К одной самке сватались 2 кита-жениха. Они не хотели соперничать и бороться, а старались очаровать самку. Исполняя брачный танец в воде, они демонстрировали дружелюбность, пели песни о любви, выпускали фонтаны, махали хвостами, то выныривая из океана, то погружаясь в глубину. И один из китов покорил сердце самки. Вместе они продолжили свой путь, уплывая вдаль к горизонту. Я была просто очарована этими грациозными животными. Восторг души. Значит, называется «Кейп-Код. На встречу с китами», и это на канале Светлана 101, да, если нам найти? Да, этот штат Массачусетс, когда я посещала, да, это действительно что-то меня очень такое... Меня давно это привлекала тема, вот хочу с китами, хочу китов увидеть, и мои подруги тоже, мы поедем с тобой обязательно. И вот этот вот Провинстаун, эти пряничные домики, это вся вот такая атмосфера того времени. Мы были там в маленьком провинциальном музейчике, там, ну, вообще погуляли по городу. Ну и, конечно же, самое большое событие – это встреча с китами. И когда ты находишься в океане, в открытой, такой огромное пространстве, да, и там считаешь себя таким маленькой песчинкой, да, по сравнению с этими гигантами. И увидеть, и услышать, как действительно, как это все красиво. Всех туда приглашаю, да, действительно. 1 раз в жизни надо там побывать. И я выбираю то, что мне нравится, и я это делаю. То есть, если говорят, что там в метро Нью-Йорка, ой, какое старое, грязное, это все. Нет, я и там могу найти красоту, и там могу увидеть все своими глазами. У меня тоже есть такой фильм «Метро Нью-Йорка», да, где я увидела и там красоту, и таланты, что там есть. Метро Нью-Йорка. Я хочу вам показать метро Нью-Йорка, но не как показывают его обычно блогеры. Грязное, обшарпанное, старое. А хочу вам показать музыкальное метро и наполненное искусством. Художник
художник и скульптор Том Оттернес, автор этих более сотни литых бронзовых скульптур, размещенных на платформах и лестницах. Да, это программа «Говоря обо мне». Надюша Генюш, большой привет. Мы с Светланой Левченко в прямом эфире в студии. Свет, спасибо большое за твой открытый репортаж, посыл в мир с теплой душой и, конечно же, со всем самым-самым интересным с твоей точки зрения. Твой канал «Светлана 101» отличается от всех других, наверное, тем, что ты очень бережно относишься к каждому своему зрителю и делишься, как будто бы это твой близкий человек. Да, зачастую даже те люди, которые со мной едут в путешествие, они мне звонят, да, они меня знают, да, уже обменяемся телефонами. Света, когда ты выпустишь этот фильм? Мы так хотим видеть, где мы побывали. То есть они хотят эти впечатления свои снова увидеть и прочувствовать. Ну вот это, наверное, самое бесценное, да, что и люди твои друзья, и ты не делаешь это с коммерческим интересом, и от этого та самая теплота, тепло и близость и в общении, и это сквозит в твоих репортажах, присутствует. Можно я сейчас покажу твой репортаж из храма, только ты пару слов, пожалуйста, перед этим дай, чтобы мы понимали, когда это было, и почему ты туда поехал, и почему темное время суток и светлое, как? Действительно, это волшебное место, я была просто поражена. И этот храмовый комплекс Сваминараям Акшархам, я уже выучила, он посвящен индийскому святому Варни, где стоит его огромная статуя, там 49 фит, по-моему, да, позолоченная статуя, там есть фонтаны из белоснежного итальянского мрамора выстроенный храм. Он поражает, конечно, и снаружи, внутри там съемка запрещена, но внутри он еще больше поражает, потому что это огромные картины, там, наверное, 2х3 или 3х4 метра сделаны из мрамора. Это подобрать все вот эти оттенки, там изображены какие-то, их божества и так далее, да, чтобы картина была как живая. Я стояла просто, не могла оторваться от этого. Вообще такая красота. То есть ты это делаешь сама, потому что это желание, да, просто вот провести вот так день и еще и поделиться с тем, что у тебя внутри, что тебя тронуло после посещения. Да, и многие люди, мои знакомые, ой, когда ты там побывала, почему нас не взяла с собой? Я говорю, вы поедете туда совершенно уже по-другому, да, вы поедете просто зарядиться этой энергией, которая идет. Вот говорят, что один раз побывав там, жизнь уже меняется. Вот это действительно так? Нет, люди туда возвращаются, да, просто люди туда возвращаются, чтобы пополнить свой жизненный запас. Ну, там много очень много людей, особенно в выходные. Удивительно. Ну, давай посмотрим. Речь идет о храме в Нью-Джерси, индийском храме. Он один из самых больших в мире и, естественно, самый большой индийский храм здесь. Это второй по величине храмовый комплекс в мире. Фантастика. В храме каждая скульптура словно дышит жизнью. От сияющего белого мрамора разных оттенков будто идет тепло и свет. Я в восторге от совершенной работы индийских мастеров. Это поистине чудо ваяния. Главная достопримечательность комплекса – храм Акшартхам. Обязательно брошу в фонтан монетки, чтобы вернуться сюда еще раз. Бассейны перед храмом пока еще не наполнены. Работы продолжаются. Какое у вас впечатление? Поражает своими размерами, грандіозністю. Впечатлений масса. Даже нет слов все выразить. Дуже красиво, гарно. Мені здається, що я знаходжуся в Індії. Прекрасний день, багато людей,
сонячно і тепло на душі. Хай буде у кожного. Творчество, когда ты развиваешься, да, и многие творческие люди сталкиваются с тобой. Вот это в Манхэттене, значит, Пресвитерианской церкви. Раз там в 3 месяца проходит выставка художников, где выставляются картины как никому неизвестных начинающих художников, так и уже мэтров, которые действительно известны. Также там проходит фестиваль. Фестиваль и выставки организует Берег Кульмамиров. Это музыкант, архитектор и продюсер. У него очень много профессий, да. Но я считаю, что это очень талантливый человек. И хочу вас вот пригласить. У него будет как раз фестиваль 11 октября в 6 часов вот в главном зале этой Пресвитерианской церкви. Приглашаю всех. Там никому неизвестные певцы, а действительно исполняют такие... Это классическая музыка? Нет, это все современно. И уже известные исполнители, которых тоже приглашают туда. Вот сейчас мы были, кстати, выйдет фильм на канале моей сестры. Я снимала его, но мы так разделились. Один фильм на моем канале, один фильм на ее. А конкуренции нет? Мы дополняем друг друга, потому что... Но она здоровая конкуренция. Да. А сколько лет разница у вас? У нас большая разница, и потому ее надо было сюда пригласить Она первой. мотиватор. Да. Наталья Дешко презентует свою книгу. Здравствуйте, я хочу представить свои первые книги, которые вышли только в продажу. И это книги итальянских рецептов, написаны на 3 языках. А эта книга «Тут сладости и напитки». Это простые рецепты итальянской кухни. Хочу представить вам еще одного художника. Это Оля Попкович, который не только рисует картины, но делает прекрасные джулери. Добрый день. И я хочу сказать, что я очень рада быть сегодня с вами. Занимаюсь творчеством уже с 12 лет, и я рисую картины. Одна из моих картин «Gaia Love». Хочу сказать, что мы должны хранить нашу природу, хранить друг друга, помогать друг другу и ценить наши жизни и все, что нас окружает. Когда я что-то делаю, это все, конечно, от нашего создателя. Мой бренд называется Papin Preska Art Collection, а также я занимаюсь ювелирным изделием, и мне всегда помогает моя мама. Я использую много материалов. Во-первых, я люблю работу с бисером. Это кропотливая работа, но ее люди любят. Вот эти бусы, это просто я покупаю отдельно, и я собираю по журналам, смотрю по дизайнерам. Спасибо большое, Светлана Левченко, за такой репортаж. Да, мы бы с Олей Попкович, с Попом Преско бы не встретились. Она баронесса, ее мама тоже очень творческий человек, прекрасная семья. Большой привет Оле. Ну вот в начале программы прозвучала та самая удивительная история, когда вы решили поехать в путешествие, и за 2 дня до поездки сестра сказала: будем снимать фильм. И Светлана возразила: как же так? Мы никогда не снимали, мы не держали в руках камеру. Что значит мы будем снимать фильм? Но старшая сестра, теперь мы уже знаем, заверила: спокойно, я разберусь. За 2 дня до отъезда появилась камера, человек все изучил и сделал такой невероятный фильм, от которого Светлана вдохновилась и создала свой канал «Светлана 101». Но теперь нужно узнать канал сестры, чтобы понять, что там посмотреть и как. Да, у нее очень интересные фильмы. Канал называется Таня 7038. У нее довольно-таки много фильмов о путешествиях, но она везде была, и на Карибах, и в Мексике. А я знаю, почему 7038. Потому что начала канал, когда было 70, а ощущение было на 38. На 38, да, совершенно верно. Таня. Ее фильмы мне тоже очень нравятся, да, я смотрю первое пишу всегда комментарии. В любом случае, хобби – это творчество. Вот, ну, кто-то к преклонному возрасту находит свое хобби, кто-то там вяжет, кто-то рисует. Но я всю жизнь была связана с творчеством, потому что я работала в библиотеке, и как бы у нас всегда были вечера, у нас всегда были какие-то... так вот откуда глубина. Да, мероприятия как-то всегда это была моя профессия, и очень много приходилось говорить. Мне хочется передать зрителю, моему зрителю,
не сильно много информации, а может быть что-то самое главное, или что-то я увидела в этом, это мне запомнилось очень. И вот эти мои переживания, мои чувства я как раз передаю зрителю своему. Не буду пока спрашивать о планах, интересоваться. Хочу только вот еще одним материалом поделиться. Это в фестиваль танца, да? Сейчас были в Рокфеллер-центре, и мы попали как раз на... Был день это индийской культуры, индийские танцы. Ой, вот как водят-то, да? Смотрите, из храма в этот... Давайте посмотрим, как это выглядело. Яркие костюмы, золотые венцы, ритм древних эпосов. Сцена стала храмом движений и цвета. И все превратилось в зрелище, которому даже Кришна аплодировал бы стоя. Бой барабанов, воины в золотых шлемах, богиня огня в алом платье, и ритм древней легенды оживает на сцене. Какие мужественные воины, хоть и все девушки с наклеенными усами. Это один из традиционных индийских классических танцев – катхакали, где каждая поза и жест несут особый смысл. Это удивительно, насколько сейчас есть уникальная возможность вдруг окно в мир через вас, да, получить. И, конечно же, мотивацию к тому, чтобы выйти, чтобы где-то поучаствовать, что-то почувствовать уже в реальном мире. Сейчас мы были в Вашингтоне 3 дня, то есть у нас были как бы дни, все расписано, да, но мы иногда шли по такому маршруту, когда сами не знаем, куда идем. Так, мы выбрали вот музей. Мы идем в музей, а идем по какой дороге, не знаем куда. То есть мы идем, снимаем и видим, что там находится, да, мы это немножечко так озвучиваем, а в конце уже все это монтируется. Музей тоже очень интересный. Для меня вообще искусство это на первом месте. Конечно, это Вирджиния, меня больше всего там поразили пещеры Люрей. Это, конечно, что-то с чем-то. Это такое великолепие, где я просто там упала на каменную скамейку, вот так вверх подняла глаза, и я увидела на потолке марсианский пейзаж, когда эти сталактиты или сталагмиты, вот они сталактиты, да, и такое впечатление, что это вот растущие такие башни. Ну, это вообще что-то. Это уже есть на канале Светланы Стадин? Нет, это еще нет, это в будущем, да. Я думаю, что я сделаю обязательно этот фильм. Мы будем вдохновляться. Спасибо большое. Это программа «Говоря обо мне». Мы продолжаем, вернее, завершаем. Светлана Левченко сегодня в студии. Ее канал на Ютубе Светлана 101. В помощь тем, кто хочет мотивировать себя, подняться и выйти в мир с открытой душой. Не для чего-то, а потому что нравится и любит это делать. Не для кого-то, а просто потому что хорошо. И без каких-либо анализов. Просто open mind, да, просто идти за тем, куда зовет душа, и там уже резонировать, чтобы понимать, что за смыслы жизнь принесла нам. Света, спасибо большое за рассказ. Хочу сказать вам вот такие слова на прощание, что великий датский сказочник Ганс Христиан Андерсен сказал: «Путешествие – это жизнь». И я с ним согласна полностью. Но призываю вас, друзья, искать свое хобби. Пусть это хобби будет фитнес, пусть это будет что-то, да, чтобы у человека было стремление познавать что-то новое. Я нам всем, дорогие, желаю именно этого. Ну и, естественно, находясь на работе в воскресенье, хочу сказать, что да, я по собственному желанию здесь и не отягощена проблемами и тем, что мне нужно сюда ехать. Я очень рада встретиться с гостями, со Светланой Левченко. Свет, спасибо. Вам огромное спасибо. Сегодня я была очень рада, Юлечка, что вы меня пригласили, и вообще ваши зрители услышали меня. Надеюсь, что они придут на мой канал и увидят мои фильмы. Я для них стараюсь, да, и вкладываю всю душу.
потому что я хочу поделиться действительно своим творчеством, то, что я вижу и то, что я слышу. А я с вами прощаюсь. Счастливо. Говоря обо мне, с Надей Юлией Гениуш, Светлана Левченко, канал Светлана 101.